Как понять, что вам с вашим мужчиной пора расставаться? Например, вы давно в браке и понимаете, что ваш брак вас уже совершенно не устраивает. У вас много ссор, обид, претензий. Вы уже чаще ругаетесь, то есть испытываете негатив в ваших отношениях, чем испытываете приятные эмоции, собственно, ради которых мы в этот брак, союз и стремимся, и создаем семью, чтобы чувствовать больше тепла, привязанности и близости. Но в реальности вы замечаете, что с вашим партнером вы живете либо как кошка с собакой, это одна крайность, либо настолько много безразличия между вами, интерес пропал, и возникают вот здесь мысли. А может быть, это не тот человек, с которым мне стоит быть, и нам пора расстаться. В этом видео я дам вам одну очень простую, но ценную рекомендацию, как действительно можно легко самостоятельно понять, стоит ли расставаться или еще есть что сохранять. Я психолог Наталья Корнеева. Вы на канале про отношения. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Прямо сейчас у вас есть возможность пройти бесплатно первую ступень моих курсов про отношения. Ссылка внизу. Просто регистрируйтесь и сразу начинайте смотреть видео, пока еще эта возможность доступна. В психологии есть такой критерий, который показывает нам, как лакмусовая бумажка, есть ли еще что-то, что можно реабилитировать в отношениях, исправить и улучшить. И этот критерий – чувства. Причем и позитивные, и негативные. То есть опирайтесь на то, а есть ли у вас к вашему партнеру хоть какие-то чувства. Если вы замечаете, что чувств нет вообще никаких, нету даже ненависти, нету обиды, нету сожаления, грусти, печали, тоски, вообще ничего нету, даже раздражения, вот пусто, никаких чувств вообще не возникает, то это действительно может быть серьезным сигналом к тому, что отношения полностью закончились, и там даже восстанавливать нечего. Но если же вы замечаете, что у вас к партнеру возникают чувства, пусть даже негативные, возможно, он вас раздражает, он делает что-то, что вызывает в вас злость, вы беситесь от того, что он что-то делает, значит, хорошо, значит, еще есть что пробовать сохранить. Или, возможно, вы молчите, не разговариваете с ним, потому что неприятно с ним разговаривать, много обиды. Отлично, значит, есть еще что сохранять. То есть я предлагаю вам в качестве критерия ориентироваться на то, хоть что-то я еще чувствую или нет. Представьте, что это костер. Вот в этом костре есть хоть какой-то огонек. В этой метафоре с огоньком, пожалуйста, не представляйте страсть, тепло, что-то приятное. Вообще любые чувства. Если ваш огонь полностью потух, и там нету даже никакой искры, то есть чувств вообще нет, значит и реабилитировать там уже нечего. Многие люди еще совершают ошибку, думая, что если я испытываю к своему партнеру неприятные чувства, это все, что между нами осталось, то, наверное, лучше уйти, он мне не подходит. А потом пожить в одиночестве, через какое-то время встретить другого партнера, начать новые отношения, и вот тот следующий, наверное, будет лучше. Теперь же я знаю, каких партнеров не нужно выбирать. Смотрите, как это устроено. Если мы говорим о каких-то крайностях, вроде алкоголизма или мужчина поднимает руку, то, конечно, смысл оставаться с таким человеком, я его не вижу. Понятно, что при желании можно и такие отношения реабилитировать, но это очень сложно, затратно, нужно много внутренних ресурсов, нужно пройти через многое с таким человеком, чтобы отношения стали лучше, потому что с его крайностью он должен очень сильно измениться. А хочет ли он этого? Но если таких крайностей, запущенных ситуаций нету, то поймите, что когда вы найдете нового партнера, вы столкнетесь с теми же самыми трудностями. Форма этих трудностей может быть другая. Может быть, он будет не так чавкать, или он будет уметь дарить цветы на 8 марта, если предыдущий ваш партнер не дарил, и это вас раздражало и злило. Но абсолютно в любых отношениях вы столкнетесь с кризисом отношений. Если партнер очень резкий, контрастный, вы будете раниться об его углы, острые, быстрее, и уже через год, два, три вы начнете проживать с ним какие-то трудности отношений, какие-то, в смысле ваши личные, какие они будут. Если партнер у вас более мягкий, обтекаемый по характеру, то вы начнете раниться об него не так быстро, но все равно лет через 7-10 совместной жизни вы придете в точку кризиса отношений, который бывает абсолютно в любых парах. И тогда вам будет заново нужно все равно учиться адаптироваться, все равно учиться строить эти отношения или опять менять партнера. Выбирать, конечно, вам, жизнь ваша, но помните, что в отношениях на самом деле от нас зависит намного больше, чем обычно нам кажется.